Усім прывітанне. Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я начинаю новый влог. Так, значит, с чего бы начать? Начну с готовой работы, покажу процесс, расскажу о планах. Итак, первую работу готовую. Опять я, как и в прошлом влоге, начинала. Опять у меня пальцы. Не показать нормально. У меня получился вот такой вот щеночек, типа французского бульдога. Вот в микроразмере. Такой он черненький. Но вот не знаю, сегодня доделала вот, чтобы было похоже как на фотографии, и он мне перестал нравиться. В принципе, так хорошо. Вот такой малыш. Но что-то... Вот. Если близко смотреть, как-то ну так себе. Ладненько, посмотрим. Может, это просто сегодня такое настроение у меня, придираться к своим игрушкам. Люблю я попридираться к работам. Так, следующее, что я вам покажу, это у меня заготовка еще на одного софтика. Это будет вот такой вот единорожек. Рог у него уже есть. Пока я думаю, из чего ему сделать гриву. У меня есть два варианта. Либо делать вискозой. Но я просто не знаю, насколько мне хватит длины и будет ли она хорошо держаться. На маленьких игрушках более-менее вискоза держится. Вот надо попробовать. Либо у меня есть натуральная козочка покрашенная, белого цвета, и рыжая у меня есть. Я думала, что буду для куколок волосы делать. Я же записывалась на курс, который я не прошла до конца, к сожалению, по полимерной глине, по лепке куколок. Я испугалась лепки лица и не закончила. В общем, соответственно, то, что я покупала там для волос делать, просто это у меня осталось. Вот, поэтому... Может быть, для единорога использую, но тоже там такие трессы, которые я не знаю, как их пришить, как их приделать, чтобы это красиво смотрелось. Вот. Ну, надо пробовать просто. Но для начала я ему буду делать вышивку. У меня тут еще детальки копытца готовы для него. Такие. Вот. Но для начала буду делать вышивку. У него на пузике будет вышивка радуги. Вот посмотрела, как мне вышить радугу, все цвета. Также будут цветочки. Пока не знаю, каких цветов сделать. Вот на пузике у него будет радуга. Угу. Но тоже я не знаю, мне кажется, что она прям такая будет огромная, потому что 7 цветов. Это 7 лепестков рококо. В общем, я вам покажу. Я думаю, что я сегодня вышивку в любом случае сделаю. Может быть, даже закончу этого единорога. Вот, значит, то, что насчет цветов, пока не знаю, какие цвета буду делать. Это по поводу процессов. Следующее, что я буду вязать по планам, это я буду делать мишку софти. Возможно, буду делать дракона из софти и... Хотя вот не знаю. Дракона делать из софти. Пока думаю. В общем, дракона и гномика. Это такой заказ на словах. Пока что он не подтвержден, но в любом случае из-за того, что я участвую в выставке, которая сейчас проходит, спасибо большое всем, кто голосует за мою работу. Я вижу, что голоса прибавляются. Это очень здорово. Я прошлые выставки таким шансом не пользовалась, то есть не просила. Но посмотрим, как будет в этот раз.
Вот, и получается, что я оплатила также и магазин. Там, чтобы выставлять в этом магазине работы, нужно оплачивать сам магазин, и тогда можно будет выставлять работы. Вот поэтому я решила, что пока что я буду чередовать софтиков и миниатюру для того, чтобы потихоньку пополнять магазин. Игрушки будут просто из софти с вышивкой. Вот, если вот эти вот единорог, мишка, дракон и гномик, у меня крутится в голове вот какую вышивку там надо сделать, и я не совсем понимаю, как мне это правильно сделать. Какая-то у меня такая... Сегодня не думается. Может, потому что солнышко пропало, начало все таять, на улице мокро и скользко. Вроде бы весна идет, а вот настроение сегодня пропало. Вот, в общем, да. Значит, лежит у меня там алмазная выкладка, вышивка этой. Я еще к ней не приступала. Но зато, когда я хожу на степпере, у меня двигается мой свитерочек. Я его померила, пока что не знаю, нравится он мне или нет. Он получается такой достаточно по телу пока что. Значит, я вывязала полностью моток на реглан. Чуть-чуть после реглана у меня получилось провязать не так уж много. Моток закончился, и я решила вывязать 2 рукава для того, чтобы потом, когда я буду мерить это все, я буду смотреть уже с рукавами, какую длину я этого свитера хочу. Поэтому потихоньку вот немножко хожу на степпере и заодно вяжу, потому что здесь не нужно контролировать, там просто лицевая гладь. И потом я решила, что все-таки я буду украшать вышивкой, буду вышивать лапки, ну такие лапки как кота жаккардом, да. У меня надо будет их нарисовать, чтобы они в разном положении были, не только просто вверх смотрели, а вот разное положение. Я думаю, что одна лапка будет, где брошка, пару лапок внизу будет, и, наверное, одна лапка где-нибудь на плече, и с другой стороны на предплечье будет тоже еще одна лапка. Я думаю, что этого будет достаточно. На спине, наверное, я не буду делать. То есть это будет немножко сбоку и спереди внизу брошка, и на рукавах по одной лапке. Вот, думаю, что именно так я расположу их. Вчера еще дочка пришла, увидела этот моточек софти, из которого я вязала единорожку, и хочет такие носочки. Я вот даже не знаю. Надо, наверное, взяться связать, но у меня там в процессе носочки другие сейчас в работе. Также медленно двигается. Вот. На этом, наверное, пока что я буду заканчивать. Котика я отправила. Кстати, там такой момент был интересный. В общем, то, что я говорила, по-моему, в предыдущем влоге, что когда показываешь близко, видны все изъяны на фотографиях именно. И, в общем, этого котика я сфотографировала, и у котика получилось там зрачок снизу, он чуть-чуть расширялся. Я потом это все переделывала, потому что я сфотографировала, и на фото это видно. Но за счет того, что игрушка маленькая, когда ты ее держишь в руках, этого не видно вообще. То есть, ну, настолько получается... Я, в общем, вот эту вот лампу, она у меня здесь с лупой. Вот здесь лупа есть. И я вот впервые воспользовалась этой лампой с лупой для того, чтобы увидеть вот это вот под глазиком, где у меня там растеклось. И аккуратно это все делала, переделала для того, чтобы получился такой зрачок тоненький. Вот, в общем... Котик отправился. У меня осталась вот такая вот заготовка для другого котика. Тоже надо, наверное, голову связать
и доделать. Но пока что я займусь единорогом. Чуть-чуть попозже подключусь, покажу вам единорога, который получается у меня. Выйдет ли у меня сделать радугу, но мне кажется, что, наверное, я сейчас испорчу игрушку. Хотя, если из рококо сделать не в 2 ниточки, а в 1 ниточку вышивку, да, наверное, лучше всего делать в 1 ниточку, плотненько, и как раз будет хорошо. Все, попробую в 1 ниточку и вам попозже все покажу. Так, ну что, я немножко лохматая закончу этот влог. Так, значит, покажу вам сейчас игрушки чуть-чуть. Вот. И этот влог будет небольшой, потому что в прошлой части я на самом деле очень много отсняла материала на такую болталочку хорошую, порассуждала насчет мастер-классов, но сейчас я поняла, что я не хочу выпускать ту часть, потому что ситуация меняется, и что будет завтра, я не знаю. Потому что всю неделю у меня было отвратительное настроение. Сегодня настроение у меня наконец-то нормализовалось. Я даже не знаю, почему это случилось, то ли потому что... Ну, в общем, события, которые произошли сегодня с утра, и солнышко, прекрасная погода, весенняя. В общем, сегодня настроение поменялось, мысли поменялись, и планы, которые бы хотелось осуществить, тоже все поменялось, поэтому, ну, я считаю, что ту часть не стоит выгружать, потому что я там объясняла, почему я не хочу мастер-классы делать, а сегодня я задумываюсь, почему бы мне не начать их делать. Я проанализировала последние 2 месяца, и у меня произошел по продажам большой сбой опять. Я не знаю, почему это произошло, как бы не совсем все плачевно, чтобы там бить тревогу, но та площадка, которая у меня хорошо работала, она вот за февраль и март, уже середина марта прошла, я не знаю, что произошло. Пытаюсь там как-то нормализовать ситуацию, я не знаю, что там случилось, просто такое чувство, что меня вообще не выдает поисковики. Просмотры упали очень сильно, там все красные показатели стали, то есть статистика упала. Ну вот она была в феврале плохая по сравнению с январем, а в марте идет статистика, сравнивается с февралем, и еще хуже стало. То есть там вообще все красное. И поэтому, ну, в общем, я вот подумаю, может, все-таки мастер-классы и стоит сделать. Я тут вязала мишку снова, и мне кажется, что если еще мишек 10 связать, возможно, я придумаю, как объяснить, подать весь материал, чтобы был понятен, чтобы у всех могло получиться. Возможно, еще из другой пряжи попробую связать по этой схеме, потому что можно, в принципе, по этой схеме связать и из мулине, получится очень маленький мишка, и, ну, почему бы нет? Можно даже сделать как бы 2 мастер-класса. Один софти, из пряжи софти, получится мишки вот такие, которые, ну, они достаточно такой хороший отклик был на них. Вот, и попробовать из мулине для тех, кто хочет из мулине. Но на самом деле из мулине потребность, я смотрю, что не такая уж и большая. Вот, может все-таки действительно перейти на какие-то мастер-классы, но опять же я не знаю, на какие площадки тогда выгружать это все, на каких площадках продвигаться. Каждый день меня просто тюкают и тюкают, ну, в хорошем смысле, конечно, спрашивают мастер-классы, постоянно спрашивают,
Если я вот на чужой какой-то мастер-класс спрашивают, я сразу отправляю к Насте или там к Маше, или еще, ну, то есть если мастер-классы чужие, я отправляю, чтобы там искали. Но очень много мастер-классов, получается, игрушек, вернее, которых нету, то есть хотят именно мои мастер-классы. Я думаю, ну, может, все-таки сделать. В общем, у меня сегодня настроение все-таки может вернуться к мастер-классам. Да, настроение, оно такое. Ладно, давайте вернемся к процессам. У меня есть 4 готовые работы. Я собрала единорожку. Есть недочеты, с которыми я бы хотела вас с вами обсудить. Но прежде чем я покажу вам единорожку, я хочу сказать огромное, просто огромное спасибо тем 15-20 человек, которые проголосовали на сайте Тэцби. Сегодня закончится голосование, то есть там уже несколько голосов может добавиться, может нет. Получилось не так уж много голосов, вряд ли я выиграю. Большое спасибо, что вы писали такие приятные слова, за то, что вы обратили внимание, что я прям очень так серьезно отнеслась к названию выставки, то есть там была цветочная выставка с бабочками связана, очень много игрушек было, которые вообще никак не были связаны с этой темой. И, ну, эта тема была дана просто для вдохновения, то есть не обязательно было ей ее придерживаться. Но так получилось, что я люблю этих мишек именно с вышивкой и с бабочками, и поэтому, ну, я и пошла на ту выставку. В общем, посмотрим, что покажут эти выходные, будут ли продажи этих мишек, я вам расскажу. Было бы очень круто, если бы все мишки продались, у меня бы наконец-то тогда закрылась финансовый мой план и за февраль, и за март, если бы я вот смогла продать всех этих мишек. Посмотрим. Вот, значит, единорожка. Показываю вам единорожку. Вот такая вот малышка получилась, хорошенькая. Голову можно ей повернуть. Значит, вот такие копытца. Расскажу вам, что мне не очень нравится. Конечно, она получилась милая. Очень милая, потрясающая. Мне она нравится, но есть маленькие недочеты, которые не ухудшают эту игрушку, но в следующий раз я просто хочу исправить эти недочеты для того, чтобы она получилась еще лучше. Итак, мне не нравится радуга. Вот такая она у меня получилась. Я вышивала в одну ниточку. Очень сложно получилось ее делать. И в следующий раз все-таки я поняла, что я буду в 2 ниточки и делать более объемную радугу, как-то ее делать. Не знаю, буду пробовать. Если будет запрос на единорогов, то буду делать радугу другую. Также мне не очень нравится все-таки, что я подобрала такой достаточно яркий цвет для цветочков. Нужно было взять немного нежнее, вот может такой вот, как в гриве у нее. Это второй момент. Следующий момент. Мне не очень нравится копытца ее. В следующий раз я буду делать их, чтобы они были еще больше на каркасе, на проволочном каркасе, потому что здесь проволочный каркас только на лапках, а вот в копытце проволока не идет, поэтому не очень хорошо можно придать ей форму. Можно придать красивую форму, все замечательно, но еще лучше сделать это, если полностью сделать проволочный каркас. Следующий момент, который я буду исправлять, я тут прямо бахнула очень густую гриву, прям густую-густую. В следующий раз я не буду так много вискозы брать. Я здесь использовала все цвета, которые у меня есть вискозы. Я где-то в покупках вам показывала, рассказывала про эту вискозу. Эту вискозу можно расчесывать, то есть я ее расчесала, с ней ничего не становится. Вот немножко волосиков там... Тут. В общем, немножко она линяет,
Но со временем эта линька пройдет, потому что я ее вычесала очень хорошо. Тут какие-то просто такие маленькие моменты остались. Ну и хвостик. Вот хвост мне нравится, как я сделала. Гриву все-таки хотелось бы поменьше ей сделать. Гриву не такую пушистую, не такую объемную. Вот. Не такие волосики. Может быть, покраситься. Кстати, мне писали про то, что я вдохновила некоторых не краситься, а все-таки быть со своим естественным цветом. А что это у меня тут произошло? Непонятное. Я знаю. Это я решила привалять и повредила. Ну ладно, мы это и попозже исправим. Тут немножко повреждены волосики, видите? Как будто их обрезали. Это я, наверное, когда приваливала, повредила. В общем, я это поправлю. Так вот, я вдохновила некоторых на естественный цвет волос. Это очень здорово. Спасибо большое, что вы мне пишете. Мне приятно, что я вдохновляю не только на вязание. Вот такая единорожка. В общем, я ее пока что не показывала. Настроение было плохое, и мне не хотелось показывать, делиться, потому что я любую информацию, когда у меня такое настроение, я воспринимаю как ну, плохо критику. Сегодня я готова ее отфотографировать, отснять и наконец-то показать. Вот. Даже в Инстаграме еще не выкладывала, но я думаю, что в Инстаграме вот как раз на выходных я это сделаю. Следующее, кого я связала, это была Коала. Так, кстати, я вам показывала вот этого щеночка в прошлый раз. Его одобрили, но, возможно, он у меня будет в наличии, потому что, ну, когда человек обещает, что там чуть-чуть позже вернется, чтобы оплатить, это, скорее всего, 90%, что он не вернется, этот человек. Вот такая Коала, она связана по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Я не знала тогда, чем заняться, кого вязать, и решила пополнять коллекцию. Коллекцию, в общем, я тут часть игрушек отдала девушке, которая в своем магазине выставила мою миниатюру. Сейчас у нее моя миниатюра находится, там, по-моему, 6 игрушек я ей отдала. Вот, она там фотографирует и со своими игрушками, со своими куколками. И вот получается, что я тогда связала в тот момент Коалу. Котика я так и не доделала. У меня есть несколько игрушек недоделанных. Это монстрики с красным цветом и котик. Надо будет черного котика доделать. Сейчас я вам покажу мишку, которого я сделала. Но сначала давайте еще одну миниатюру посмотрим. Это вот такая вот лисичка. И если вы обратите внимание, я в ней сделала новшество, а именно у нее пушистая грудка. Причем она идет вот таким треугольничком. Я раньше лисичкам такой момент не делала. Пушистый хвост и пушистая грудка. Мне она очень нравится. Она такая, пухлик получился. И для этой лисички попросили еще клубочек. Так, от единорога у меня волосы остались. Значит, вот такой вот клубочек, как я обычно для котят делаю. Вот у лисички такой вот моточек, клубочек. Посмотрите, какая она милашка. Мне она очень нравится. Такие глазки лисьи получились. Классная. Вот. В общем, лисичка будет в компанию вот к этому медвежонку. Как назвал мой муж того медвежонка, которого я делала для выставки? Давайте мы, наверное, я вам покажу для сравнения. Ой, не то достала. Эту коробочку.
Давайте посмотрим. Я их, кстати, не сравнивала. Вот насколько они похожи или не похожи. Так. Ну вот у этого больше мордочка получилась. И ушки чуть дальше расположены. И вот этого медвежонка мой муж называет он как цыганский, то есть на нем всего так много. Он говорит, зачем ты так много всего сделала? Вот я говорю, ну а что, вот эти вот, получается, получше, тебе больше нравится? Он говорит, нет, просто надо делать мишек, не надо эту вышивку, зачем ты эту вышивку, бабочек? А мне вот нравится. Вот эта мелочевка мне вся нравится. И вот этого мишку я сделала. Здесь сделаны вот у этого мишки, который у меня выставочный, у него вышивка только лепесточков и очень много. Здесь, по-моему, 30 цветочков от 3 миллиметров до 1,5 сантиметров. Самый большой вот этот вот цветок. У него много цветочков, которые были пришитые, то есть они не приклеены, они пришиты, они затонированы. В общем, и их очень-очень много. Где-то их вот можно посчитать, где-то они очень маленькие. Прям самые маленькие, даже не знаю, куда их тут. Ну, они ушли просто, когда пришиваешь, они уходят и создает просто объем. Вот. А вот у этого мишки сделана вышивка не только лепесточков, но сделана вышивка и цветочков. То есть я сделала 3 цветочка, где я должна была пришивать цветочки объемные. Также на голове у него, вот здесь вот, если вы обратите внимание, вот здесь по центру ушка и вот здесь вот сверху тоже. Плюс еще лепесточки вышиты. И я сделала чуть поменьше цветочков. И я их еще, так скажем, посыпала серебристой пыльцой. Вот мне даже сложно вам показать. Она очень-очень нежно сделана, чтобы прям не бросалась в глаза. Здесь тоже есть достаточно большой цветок. Вот здесь вот. Так, на мне фокусируется. Вот такой. И маленькие цветочки немножко. Я не показывала еще девушке, которая мне написала, попросила этого мишку. Мы договаривались, что будет не очень много цветочков. Здесь действительно я связала 3, 6, 7, 8, 9. 8 или 9 цветочков здесь всего лишь. То есть в 3 раза меньше, даже не в 3, а еще больше меньше. Больше-меньше, да. То, как я умею разговаривать. Так, значит, здесь меньше цветочков. И он немножко другой. Мордочка здесь получилась у него другая. Я сейчас немножко по-другому делаю, в отличие от того, как я раньше делала шарнирные вот эти вот все моменты. Мне он нравится. Вот. Так что вот такие у меня были процессы. Еще раз давайте полюбуемся. Пожелаем удачи медвежатам. Медвежата, пожалуйста, не подведите меня. На вас вся надежда, чтобы вы закрыли мне финансовый мой план. Да, потому что финансовый план за последние вот эти вот 1,5 месяца у меня просто провалился по всем фронтам. Вот. Так, значит, что по планам? По планам я вам говорила, что вот я свяжу единорожку и буду вязать мишку. Вот следующего мишку буду вязать. Он просто с вышивкой будет и с крыльями бабочки. Но я хочу попробовать крылья бабочки сделать по-другому. Мне как-то в инстаграме написали, что такой формат крыльев, как я раньше делала, он выглядит очень дешево.
И я, наверное, соглашусь, вот, но у меня другого варианта не было. Здесь я придумала, как сделать по-другому крылья. Это будет трудоэнергозатратно, потому что там я буду крылья, я даже не знаю, как эта техника называется, буду шить, вышивать, так что ли. В общем, я буду пробовать, я никогда такого не делала, но раньше задумывалась, как бы это я могла осуществить, сделать. Возможно, даже если на эти крылья сделать цветочки. Так, мысли скакуны. Хорошее настроение, это значит, что идеи будут потоком литься. Вот, значит, буду делать вот такого цвета мишку. Он будет не пандочкой, просто однотонный. Я даже не помню, по-моему, даже у этого мишки будет такая же мордочка. Надо посмотреть, не помню, какого цвета. Может, такая, а может, белая там была. Не, наверное, я сделаю вот такого цвета мордочку. Дракона я не вязала, и скандинавский гномик. Но я хочу вязать еще, пополнять свою коллекцию. То есть я свяжу вот этого мишку, потому что я вчера только закончила лисичку и дособирала пандочку. Пока у меня там цветочки все подготовились, бабочки пока подготовились, я вязала лисичку. Поэтому сегодня я буду вязать мишку. Потом я возьмусь кого-нибудь связать из миниатюры. Хочу связать пчелку. Не буду в коллекцию те, которые игрушки были. Хочу связать еще новеньких героев. Давно хотела связать пчелку. У меня уже зреет этот план с прошлого года, может даже и больше. Вот. Почему бы не сделать мастер-класс на пчелку? Тоже, кстати, идея. Как бы я, наверное, дозрела, как я хочу ее сделать. И у меня вот лежит не собран мастер-класс по Божьей коровке, которая совсем маленькая, 1,5 сантиметра. И у меня написано, я уже говорила, наверное, об этом, написана схема сама. У меня сделаны фотографии, их нужно в файл PDF. Также нужно обработать, загрузить видео. Я думала, может, делать без видео делать мастер-классы. Но мне кажется, это более... Сейчас нужно пользоваться всеми моментами, как объяснить, да, мастер-класс. И все-таки, наверное, с видео было бы получше. Ссылочку на видео для того, чтобы посмотреть. То есть и описание на фотографии, оно как бы вроде как и видно, что там делаешь. Но когда сама игрушка 1,5 сантиметра, и когда там лапки буквально миллиметров 5-7, ну, на фотографии это очень сложно показать, тем более там черный цвет. Я вроде даже видео снимала, брала пряжу побольше, чтобы показать, как я лапки вяжу, чтобы было видно. Но когда на черном цвете я вязала, там вообще не видно, как там, что я делаю. Поэтому, да, нужно... И из-за этого, из-за того, что там черный цвет, я до сих пор не могу этот мастер-класс собрать, потому что мне кажется, что там ничего не будет понятно. Можно было бы, наверное, взять, перевязать серого цвета какого-нибудь или темно-коричневого цвета, но я не хочу. А вот пчелку я все-таки буду делать размером где-то 2 сантиметра. И вот на бабочку я бы еще сделала мастер-класс. На колибри я бы сделала мастер-класс. Потому что она у меня классненькая получилась, колибри. Единственное, что там лапки достаточно сложно сделать, но тоже можно подумать,
как бы я там сделала, потому что колибри очень хорошенькая получилась. Особенно вот это там оформление. Хоть ты на самом деле оставь ту часть, первую часть, где я говорила, что никаких мастер-классов, никогда в жизни. Да вот вам столько-то против, почему я не хочу делать. Сейчас сижу, вот рассуждаю, какие мастер-классы бы я сделала. Да, такие вот женщины, как весна в этом году, не постоянно. То солнце, то снег, то солнце, то дождь, то сегодня зима, а то завтра снова весна. Да, так у меня с мастер-классами. Сегодня хочу делать, а завтра не хочу. Но говорить это одно, а делать это совсем другое. Трындеть, не мешки ворочать. Вот, в общем, такие вот дела. На этом я буду заканчивать влог. По вязаным изделиям, кстати, я в своем свитере довязала рукав. Буду начинать вязать второй рукав. У меня там связано, чуть ниже я вам показывала, довязано после регланной линии. И я вот сделала рукава, вчера закрыла, но еще не примеряла. Надо, кстати, вот померить мне джемперо, этот свитер. Да, я, наверное, его сейчас померяю. Прежде чем приступать ко второму рукаву, посмотрю, все ли там хорошо с длиной, потому что я так примеряла его до этого, вот такая посмотрела. Мне еще столько-то рядов связала, но не примеряла. Я не вяжу образцов, я не делаю никакие расчеты, поэтому, да, чисто так, на удачу. И вяжу еще носочки. А вообще, мне сейчас почему-то настроение хочется повязать изделий на самом деле. И хочется, и я понимаю, сколько это времени занимает. Я бы хотела крючком связать какие-то маечки себе, топики, почему бы и нет. Вес все-таки идет потиху вниз, и я думаю, что к лету я должна быть достаточно в хорошей форме, я надеюсь. Тут еще до лета апрель, май. Ну ладно, может быть, к концу лета. К концу лета я вообще буду в прекраснейшей форме. Не схожу с намеченного пути. Бывают сложные дни, когда все хочется бросить. Но не в плане того, что мне надоело так питаться. Мне просто надоело готовить, мыть, готовить, мыть. Если бы кто-то готовил и кормил меня, я бы так питалась, наверное, бы всю жизнь. Потому что это вкусно, это, ну, мне очень вкусно. И с этого дня я решила, что я буду есть 6 раз в день. То есть до этого в январе я питалась 4 раза в день. Потом я стала кушать 5 раз в день. И с сегодняшнего дня я решила попробовать, что я буду питаться 6 раз в день. Почему я хочу это сделать? Потому что у меня достаточно большие порции выходят, и не помещается достаточный объем, который я бы хотела, напитка, то есть кофе, который я хочу пить после приема пищи. И из-за этого я решила есть чаще, уменьшить количество белка и углевода. Клетчатку я оставляю приблизительно так же, но у меня напиток будет 250 мл, то есть нормальная такая чашка. То знаете, на 100 мл это чисто понюхать кофе или чай. Вот, мне бы хотелось побольше понаслаждаться, тем более кофе я сейчас делаю капучино. Он просто невероятный, я готова его пить тоннами, наверное. Вот. И вместе со сладкой точкой, которая в каждый прием. В общем, да, я решила, что, наверное, попробую 6 раз в день покушать. Посмотрим, как будет реагировать мой желудок. Сейчас, наверное, опять будет какой-то период, я буду ощущать небольшой голод, потому что порции, ну, когда желудок сокращается, у меня был растянут желудок.
Я его сейчас за счет того, что уменьшаю объем порций, раньше я там, если уже поел, то так, чтобы под килограмм сразу съесть, да, 2 раза поел в день и все, и забыл. Сейчас я хочу уменьшать, потому что у меня был момент, когда я чуть попозже принимала пищу по времени и была, конечно, провалилась в голодную яму. Мне хотелось есть больше, я прям навалила салата очень много. То есть у меня было 100 грамм белка, 100 грамм углеводов и 150 грамм салата, и плюс еще сверху напиток и сладкая точка. То есть я съела на тот момент где-то 600 миллилитров. И потом была такая тяжесть. То есть мой желудок уменьшился. И он, ну вот я почувствовала, что это такой, все-таки срабатывает стоп. Да, конечно, его можно легко растянуть, но я не планирую это делать. Лучше я буду есть по чуть-чуть часто, сбалансированно. Сейчас я буду проходить обследование. Ну, так получилось, что я пошла к своему доктору на ежегодный осмотр. И так как в поликлиниках сейчас происходит плановая диспансеризация, то есть приняли закон, чтобы люди пришли и им назначали диспансеризацию, все анализы. Она мне выписала целую пачку, что я должна сдать, там и гормоны, щитовидки, и биохимия, и общие анализы все. На ЭКГ я уже не пошла, ну, потому что у меня нет с этим проблем. А вот все остальные, то есть посмотрим, насколько эта диета плохая, как мне некоторые писали, что это очень плохо. Вот. И у меня происходит сейчас борьба с отеками, потому что у меня, оказывается, очень сильно застаивалась лимфа. Сейчас я ее массажами разгоняю. Вроде бы как у меня начинает получаться. Тоже посмотрим. Оказывается, что я неправильно делала массаж. Тоже вот вроде такая ерундовая тема, да. А оказывается, есть свои нюансы, которые тоже нужно изучать. В общем, да, есть чем заняться, кроме игрушек на самом деле. Вот. Ладно, все-таки наговорила я вам, чтобы был этот влог побольше. Я надеюсь, что вы повязали. Пишите, что вы вязали под мою болталку, что вам интересно. Еще раз огромное спасибо вам, кто проголосовал за моего Мишку. Было видно сразу, что вот и писали, во-первых, я вам лично говорила. Те, кто просто тихонько проголосовал и не написал, все равно вам огромное спасибо, потому что я увидела, что после влога, во влоге я этого не говорила, я написала в закрепленном комментарии, где вы могли пройти проголосовать. Сейчас уже, если вы смотрите этот влог после 17-го, и не проголосовали, не переживайте, ничего страшного. Я на самом деле не хотела никого звать и просить, чтобы голосовали за мою работу, но мне кажется, возможно, это не совсем честно. Ну, в принципе, я-то и пригласила, и не так много статистика. То есть раньше за меня там голосовало 30 было голосов в предыдущей выставке. В этот раз за меня проголосовало 57, да. Ну, ничего страшного. Как бы, ну так. Вот, но все равно огромное спасибо тем, кто проголосовал. Кто вдруг не увидел и не проголосовал, ничего страшного. Большое спасибо, что вы вообще смотрите видео, вдохновляетесь и пишите просто хорошие комментарии, которые меня стимулируют снимать новые видео. Все, я выговорилась. Так, у меня уже телефон пишет, хороший трындец. Все, до новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Посмотрим, чем я займусь на выходных. Но вообще у меня желание повязать свой свитер. Вот, но, наверное, буду вязать мишутку. Все, всем пока-пока. Так, небольшое подключение, концовка после концовки, потому что я не снимала
Последнюю часть я снимала неделю назад. Я выгорела после выставки очень сильно и перестала вязать игрушки. Вот, там у меня девчонки орут на заднем фоне. Не могу вязать игрушки, не хочу себя заставлять. Сейчас продолжаю заниматься своим похудением. От самого большого веса, который был год назад, я похудела на 15 килограмм. Я вам ставлю в конце фотографию, я тут перемерила платье. Не обращайте внимания на задний фон. Вот, там фотография, которая была 4 года назад. Это самый большой вес был. И как раз вот сравнить 15 килограмм. Да, я там немножко стала такой ракурс, но все равно эффект совсем другой. Эффект сейчас совсем другой. Я просто в шоке от того, что как питание влияет на то, как выглядишь, потому что сейчас я выгляжу намного лучше, чем когда у меня был вес, ну, практически на 10 килограмм меньше, вот, к которому я иду, это 67 килограмм. Сейчас у меня 75 килограмм, и то есть в своем вот этом весе 75 килограмм я выгляжу лучше, чем вот на 67. У меня подтянулось тело, потому что я, ну вот, хожу, занимаюсь, никакого спорта у меня нет и не будет, я не хочу этим заниматься. Я вот хожу на степере, когда не могу на улицу выходить. На степере я вяжу изделия, не игрушки. Опять же скажу, что к игрушкам я просто выгорела немножко. Хочу отдохнуть, повязать для себя, для детей, и потом снова к игрушкам вернусь. Если заказы будут, я, конечно, заказы буду выполнять. Заказов нету, буду вязать изделия для себя. Вот, сейчас покажу вам, что я там вяжу. Так вот, из-за того, что я хожу, делаю массажи себе, занимает это у меня вообще, ну, такую крохотульку времени. Вот с утра я прохожусь массажными щетками буквально минуту, вечером после души я прохожусь, ну, намазываюсь чем-нибудь вкусненьким, и прохожусь тоже, ну, буквально там 2, ну, хорошо, 3 минуты пускай будет. У меня пропал целлюлит, то есть я сдавливаю свои бедра для того, чтобы его обнаружить. Ну, конечно же, не полностью, да. Когда стоишь, он еще где-то там можно обнаружить, но, конечно, ноги выглядят намного лучше. Меня это, безусловно, очень радует и вдохновляет. Конечно, есть нюансы, это когда задерживается жидкость, ты там все выполняешь, а вес все равно стоит или идет в плюс. Бывает очень большой минус, если ты с утра до весов сходил в туалет хорошенько, то, конечно, минус очень большой. На следующий день из-за этого может быть какой-то плюс. Если там водичку попил, то опять же может, ну, больше там или где-то соленого съел, может быть плюс. Но вода, она уйдет, а остается результат, и он очень классный. Вот, давайте я вам к тому, что я связала. Я не помню, показывала или нет, еще монтирую то видео, которое вы сейчас смотрите. Связала вот такого медвежонка. Я там написала, что вот девушка, которая заказывала у меня единорога, дракона, скандинавского гнома, мишку вот этого должна была сделать. В общем, я сделала 2 игрушки, и она еще хотела купить конкурсного мишку. Кстати, на конкурсе победили голоса, у которых было 150-160. Я пролетела, не выиграла. У меня купили 2 игрушки всего лишь. 8 медвежат осталось. В общем, в этой выставке я точно уже участвовать больше никогда не буду. И не знаю, буду ли я на этой площадке продавать, потому что, ну, не получается у меня там. Вот, значит, этот мишка остался, вот она не оплатила 2 игрушки, сказала, что ой, мне там надо
то все. Ну, я понимаю, что это просто такая отмазка. Сама иногда так делала, когда, ой, извините, сейчас денег нет, я подумаю, там, и все такое. Обычно такие не возвращаются. И вот собачку я вязала, который французский бульдог, тоже девушка сказала, ой, я в конце месяца, там, после того, как то все аналогии, там, или еще что-то она писала, когда все оплачу, тогда куплю. Знаем мы. Проходили. Вот. Но у меня есть такой заказ необычный. Я буду делать большую куклу. И мне нужно для нее сшить одежду. Я вот не знаю, попробую, конечно, сама. Если не получится, то я буду проситься к Свете, чтобы она мне помогла, чтобы она сшила одежду. Ну вот попросили, чтобы одежда была сшитая, не вязаная. Значит, эта кукла будет по образу Каролины. Каролина в стране, не помню какой-то, но это американский мультик или английский. В общем, девушка с Англии меня попросила. У меня готова вот такая вот головушка. Вот, я уже наметила, где будут глазки, но едут ко мне пуговицы, потому что вместо глаз у нее будут пуговицы. То есть, ну, верх будет, в принципе, как сам образ Каролины, но вот одежда будет другая, одежда будет девушки, которые будут дарить это, то есть Каролина будет в одежде этой девушки, так скажем, так скажем. И мне надо будет сделать обувь, это будет такой вот процесс, но я тоже не могу им сейчас заниматься, не хочу. Вот я вчера связала только эту голову, хотя сколько тут работы, не так уж много, и больше не смогла заниматься, не могу себя заставить. Нарисовала вот тут вот еще пропорции. Сначала нарисовала вот такую вот. Покажу вам свои рисунки. И потом уже пропорции такая, как она должна быть. Вот голова. Вот. То есть она будет где-то 20-25 сантиметров. Значит, что я хотела показать вам. Носочки довязала средней дочке отдам. Это такие коротенькие носочки. Они у меня в таких носках носятся по дому. Они в носках спят. Ну, то есть такие, типа, как носочки-пяточки. Так что отдам девчонкам. И я решила связать платье. Не знаю, получится это платье мне или нет, но пока что мне хочется его вязать. Я его померила, мне не нравится, как оно смотрится. Я вот сейчас хочу довязать моточек и постирать, запрятать все ниточки, чтобы они не путались, и постирать. Значит, платье я вяжу из Газал Принцесс. Я думаю, что эта пряжа уже снята с производства давным-давно. Это в моих запасах осталась пряжа. Значит, оно будет у меня 3 цветов. Вот такой вот светлый. Дальше идет, он передает, ну, в принципе, наверное, такое есть. Дальше идет такой шампань, и потом будет золотой цвет. Причем, вот когда я свяжу под грудью и чуть ниже, там будет такая сеточка, вот как сверху, светлым цветом. Ну вот буду смотреть, как у меня там будет получаться, насколько хватать. Если совсем не будет хватать пряжи, либо вот я постираю и мне будет не нравиться, как это выглядит, я вяжу так достаточно свободно. И на спине оно топорщится. Мне нужно постирать, чтобы посмотреть. Вот здесь вот эти вот полочки постираны, потому что я высчитывала плотность. А дальше не постирано. Постираю и посмотрим. Кстати, в прошлом году я вязала такую типа как маечку-жилеточку для дочки красную. По-моему, она у меня есть на телефоне. Если есть фотография, я вам ставлю. И сейчас эта кофточка лучше смотрится на мне, поэтому я ее забрала себе назад. Она получилась такая укороченная.
Но со всеми моими брюками, вот я мерила брюки, когда не в облипку, она смотрится просто потрясающе, потому что она из-за того, что пряжа, вот эта вот вискоза, искусственный шелк, она такая струящаяся, в общем, она так обтекает формы, которые сейчас у меня ушел живот. Это вообще какая-то фантастика. Как такое могло произойти? То есть у меня из-за того, что вес рос, живот сначала увеличился вперед, потом он стал опускаться, и под животом начала образовываться такая складка. Ну, я думаю, что кто страдает лишним весом, тот знает. То есть он сначала живот вперед, и потом начинает он таким карманом опускаться. Когда я стала сбрасывать, у меня живот начал подниматься, то есть проходить вот эта вот складка, которая там снизу, и потихоньку он стал уходить. Сейчас у меня талия, но я меряю прям по пупку, а надо чуть выше пупка мерить. В общем, у меня сейчас талия 87 сантиметров. Если выше мерить, то где-то 84-85, потому что я прям по пупку меряю, а там достаточно еще много. То есть не то, что прям живот совсем ушел, но я когда сижу, он не выпирает так вперед. Как такое вообще возможно? Это так круто. Еще я стала очень много времени тратить на готовку. Мне интересно, вот я записалась в программу к Сергею Обложка. Вот месяц прошел, я сейчас второй. Впереди у меня еще 3 месяца, то есть 2 месяца похудения, 1 месяц фиксации и сохранения веса. И в общем, я сейчас, пока в этой программе, пока я заплатила деньги, а это не дешево стоит, поэтому я решила, что нужно пользоваться полностью всеми благами, то есть попробовать рецепты, активно общаться там в чате, выполнять задания для того, чтобы себя стимулировать. Я активно сейчас, в общем, в курсе, так скажем, по похудению. Вот. Поэтому с игрушками сейчас беда. Я ничего не снимала, я ничего не вязала на прошлой неделе. И мне нечего было показывать, и настроения у меня не было чего показывать. И тут я проходила медосмотр, у меня выявилась, непонятно откуда вылезла болячка, которая, конечно же, если я бы сказала кому-то, мне бы сразу сказали, что это от питания. Но выявилась совсем другая причина. Вот, поэтому сейчас я проходила там обследование, бегала, у меня каждый день я куда-то путешествовала, какие-то анализы сдавала. Но это все лечится, это все нормализуется. И на самом деле то, что меня Оксана, огромное тебе спасибо, Oxy Magic, которая меня заставила пойти на эту программу. Я потом сидела и думала, как сложились так обстоятельства, что если бы я не пошла на программу, то эта моя болячка, она бы прогрессировала бы дальше. И уйти от больницы я бы не смогла. То есть я вот на грани была, меня уже могли положить в больницу. А тут так получилось, что вот из-за того, что в программе пьются витамины, из-за того, что такое правильное, разнообразное питание, частое питание, очень много мяса, очень много овощей и фруктов, и сырых, и вареных там, и разнообразие, ну, реально просто огромное разнообразие. Меня, кстати, просили пофотографировать, что я ем, но на самом деле я не умею фотографировать. Давайте я вам вставлю фотографию. Вот сегодня делала для задания в программе. Там нужно было сделать, что вы приготовите сегодня, что вы будете готовить. И я делала брауни из кабачков. Звучит стрёмно, но очень вкусно. Если учесть, что там всего лишь 60 килокалорий на 100 грамм, то это вообще божественный, просто божественный шоколадно-шоколадный в шоколаде, на шоколаде, шоколадом погоняемый десерт, который можно есть и не толстеть. Вы представляете? Я наконец-то нашла продукты, нашла таблетку, когда можно есть много, можно есть вкусно, и при этом ты не просто не толстеешь, ты сбрасываешь вес. Магия, просто магия. Вот, ладно, пойду вязать дальше свое
не знаю, платье, не платье. В общем, у меня вот то, что я тут связала, мне вообще казалось, что это очень большое. Я померила по спинке, так-то порщится. Но я постираю, посмотрю. Может быть, буду перевязывать. У меня осталось вот этот мотка совсем чуть-чуть. То есть тут уже видно окончание. Я думаю, что я сегодня этот моток довяжу, потому что куклой заниматься не хочу. И не буду себя насиловать и заставлять. Все равно еще готовых очень много чего нужно к этой игрушке докупить. Там и упаковку мне надо будет сделать, и глазки, и волосы, я думаю, еще вот сделать. Кстати, нужно почитать, что там написали по поводу цвета волос. Вот. Так что буду вязать. Я кусочек там вырезала в самом начале влога про мастер-классы, и я его только что вот переслушивала и говорила, что если вы хотите что-то узнать, какие-то секретики, да, по вязанию, то вы просто погрузитесь в работы мастера, которые вам нравятся, и смотрите полностью все, что у него есть в доступе. Я вот, например, сейчас на программе, и хотя у меня в доступе есть доктор, и я могу с ним поговорить, ну, в плане попереписываться, все вопросы задать, решить там все. И тем не менее, я пересматриваю все видео сейчас. Я пересмотрела все трансляции, сейчас пересматриваю все остальные видео, и просто из-за того, что информация постоянно повторяется, у меня в голове все укладывается. Я понимаю, что с каждым днем мне становится не страшно не фиксировать вес, не сохранять вес. Вчера было форс-мажорное обстоятельство. Повезла ребенка к травматологу. И, в принципе, я попадала в промежутках между едой, то есть между приемом пищами должно быть 4 часа максимум. И я, в принципе, вылазила в эти 4 часа. Мы приехали туда, в поликлинику, и там объявили обед. Причем обед такой, я просто в шоке, там с 11:20 до 14:30, и перед нами еще люди, и в 2 часа я понимаю, что и не туда, и не сюда, если мы уйдем, мы потеряем очередь, а люди начинают скапливаться, и что делать? В общем, оказалось, что там в поликлинике был буфет. Мы спустились, девчонки перекусили там всем подряд. Я бутерброд из дома взяла, там и конфетки они, то есть все. Вот. А мне нужна моя метаболическая тарелка. Значит, я купила суп куриный, взяла куриную котлету. Вот она не очень хороша была, но это лучше, чем ничего. И был хлебец, то есть я купила хлебцы, девчонки съели все хлебцы остальные, я урвала только один. Вот, и в общем, вот так вот у меня получилось, что я поела по метаболическому принципу в таком вот форс-мажорной ситуации. Соответственно, я не упала в голодную яму. Да, я могла бы пропустить прием пищи, поесть там через 2 часа, вот как мы вернулись домой. Но получился бы большой промежуток времени, то есть 6 часов. Это огромная голодная яма. Это значит, что ты начинаешь есть, даже если и правильно, ты не можешь наесться, потому что, ну все, у тебя трясучка начинается, хочу жрать. Вот, так что я свой вот этот вот прием сделала. Через 2 часа мы приехали. Так как прием предыдущий был достаточно маленький, но по метаболическому принципу, тем не менее, то в следующий раз я поела через 2 часа нормальной еды, сильно не шиковала, то есть огромную порцию не делала, тоже такую стандартную. Я кушаю максимум 500 мл, как рекомендует доктор. Вот, так что даже в форс-мажорной ситуации я нашла выход, и все хорошо закончилось. Я счастлива, я не боюсь дальше двигаться. И, конечно же, кто
планирует вдруг похудеть, а может быть вы очень худенькая, но при этом у вас, например, живот выпирает или там что-то вам не нравится в вашем теле, я могу вам с уверенностью 100% сказать, что на этой программе даже и худеньким есть чему поучиться. Потому что я реально не ожидала такого эффекта, что, ну вот, у меня тело сейчас намного лучше, чем вот при весе, который был самый такой низкий, который я долго держала. Все, покажу вам фотографию до-после, 15 килограмм разницы. Я надеюсь, что вы оцените. Не знаю, когда буду снимать видео, наверное, когда вернусь снова к игрушкам. Может быть, на следующей неделе меня торкнет вязать игрушки, может быть, через неделю. Ну, поживем, увидим. Все, всем пока-пока.